Всем привет! Сегодня я хочу поделиться вкусным рецептом приготовления пирога с капустой. Сначала приготовлю тесто. К теплому молоку добавляю сахар. Все хорошо размешиваю до растворения сахара. Затем добавляю дрожжи. Хорошо все размешиваю и отставляю в сторону на 15 минут, для того чтобы дрожжи ожили. Спустя 15 минут к дрожжам добавляю соль и сметану. Все хорошо смешиваю. В просеянной муке добавляю дрожжевую смесь. Замешиваю тесто. Как тесто немного вымесилось, добавляю растопленное сливочное масло и замешиваю тесто до тех пор, пока оно не соберется в единую массу. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Собираю тесто в шар и кладу его в емкость, где оно будет подходить. Накрываю емкость полотенцем и убираю в теплое место на 1 час. Пока тесто подходит, приготовлю начинку. Капусту нарезаю тонкой соломкой. Лук нарезаю полукольцами. Морковь нужно натереть на крупной терке. Так как у меня есть замороженная натертая морковь, я буду использовать ее. На разогретую сковородку выкладываю лук, немного обжариваю его. Далее добавляю морковь и обжариваю вместе с луком до прозрачности лука. Далее добавляю капусту. Вливаю стакан воды, накрываю сковородку крышкой и протушиваю капусту до уменьшения в объеме. Когда капуста немного потушилась, перемешиваю ее с луком и морковью. Добавляю соль по вкусу. Размешиваю, накрываю крышкой и тушу до мягкости капусты. Далее добавляю томатную пасту. Размешиваю и протушиваю еще минут 10-15. Затем отставляю в сторону, чтобы капуста остыла. Вареные яйца нарезаю средним кубиком. И добавляю их к остывшей капусте. Все хорошо размешиваю. Готовое тесто делю на 2 части и раскатываю в квадратную форму. Далее перекладываю одну часть теста на противень, застеленный пергаментной бумагой, и выкладываю на него начинку, не доходя до края, примерно полсантиметра. Затем накрываю пирог второй частью теста. Защипываю края, делаю посередине небольшое отверстие, чтобы выходил пар, смазываю пирог молоком и ставлю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Пирог готов, даю ему остыть и нарезаю на порционные кусочки. Вот такой румяный, а главное очень вкусный пирог получился. Рекомендую приготовить. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Всем пока!